Всем привет! Сегодня посмотрим, что творится на Киевском вокзале в сентябре 2025 года. Современное здание Киевского вокзала строилось в период с 1914 по 1918 год. Его открытие состоялось 18 февраля 1918 года. До этого, в 1899 году, было открыто первое временное одноэтажное здание, тогда еще Брянского вокзала. Акцентирую ваше внимание на том, что изначально этот вокзал назывался Брянским. В 1934 году вокзал был переименован из Брянского в Киевский. Летом 2022 года достаточно авторитетное информационное агентство сделало некий опрос, посвященный переименованию Киевского вокзала. И подавляющее большинство опрошенных скептически смотрят на инициативу по переименованию Киевского вокзала, отметив, что она носит конъюнктурный характер, а существующее название уже исторически закрепилось. Ранее некоторые граждане проявляли инициативу и планировали передать предложение в мэрию Москвы о переименовании Киевского вокзала в Брянский. Переименование одного из 10 железнодорожных вокзалов столицы предлагалось вынести на голосование жителей. Звучали даже предложения переименовать Киевский вокзал в Одесский или Кишиневский, вместо ранее озвученной идеи вернуть вокзалу историческое название Брянский. Но в противовес этим инициативам есть мнение о том, что, во-первых, это как-то очень конъюнктурно, можно сказать, даже на хайпе, не думая о будущем наших братских, несмотря ни на что, народов, что вроде бы все может вернуться на круги своя, и мы вновь выстроим добрососедские отношения. И что это неуместные переименования исторических названий стали массовой эпидемией в некоторых странах, и это вызывает только сожаление от глупости политиков и неумения видеть дальние перспективы развития международных отношений. Кто через несколько лет вспомнит о Борисе Джонсоне и что он, собственно, сделал для страны, именем которого переименовали прежние улицы Льва Толстого и Маяковского и других на Украине. Нынешнее название Киевский вокзал получил благодаря магистральному железнодорожному маршруту более 88 лет назад. Весь район вокруг вокзала объединен тематически и архитектурно. Киевский вокзал, 3 одноименные станции метро, площадь, гостиница, улица, памятник Лесе Украинке, Украинский бульвар, набережная Тараса Шевченко. Получается, что все эти названия тоже надо менять. И не забываем про Киевскую Русь, матерь городов русских. И что же в итоге? А то, что на текущий момент переименование Киевского вокзала в Москве не планируется. Хотя в феврале 2025 года поступали еще предложения вернуть вокзалу историческое название Брянский, по аналогии с историческим названием и близостью к Брянску, а Киевское шоссе переименовать в Брянское. Эта идея подкрепляется материалами о Брянском фронте, который сыграл значительную роль в Великой Отечественной войне. Еще один аргумент в пользу этой идеи – это переименование Московского проспекта в Киеве в проспект Степана Бандеры. Площадь у Киевского вокзала в Москве теперь называется Площадь Евразии. Ранее она называлась Площадь Европы, но в июле 2024 года была переименована по постановлению мэра Сергея Собянина. Площадь у Киевского вокзала называлась Площадью Европы с 2022 года, когда она была открыта в рамках российско-бельгийского проекта как символ единства Европы. Да, кстати, сейчас это весьма актуально.
Она должна была символизировать единство Европы, что выражалось в установленной на ней скульптуре и колоннах с флагами европейских стран. Постановление о присвоении ей этого названия было подписано 4 декабря 2001 года, а сама площадь была построена с сентября 2001 по сентябрь 2002 года. Торговый центр «Европейский» по-прежнему называется «Европейский». Это крупный торгово-развлекательный комплекс, расположенный на площади Киевского вокзала в Москве, который остается одним из самых посещаемых торговых центров России. Возникает логический вопрос. Возможно, торговый центр «Европейский» переименуют в «Евразийский», но по этому поводу нет никакой информации или заявлений от владельца торгового центра, группы компании «Киевская площадь», о планах переименовать торгово-развлекательный центр «Европейский» в «Евразийский». Кстати, возможно, будет интересная информация о том, что Россия занимает примерно 35% территории всей Европы, а европейская часть России составляет примерно 23% от всей площади государства, на которой проживает около 70% населения государства. А что вы думаете по поводу всех этих инициатив в отношении Киевского вокзала?
Нет, они, вот у меня достижения, они больше. Это меняется.
Вот, ну это как его, вот меня, вот,